Экономика Германии к концу 1918 года выживала из последних сил. Все маломальски ценные ресурсы, в том числе полученные с Востока, прежде всего с Украины, выделялись на нужды фронта. Страна стала испытывать проблемы с продовольствием и денежной инфляцией, а колоссальные людские потери на фронтах значительно сократили мужское население Германии. Сами германские военные при изучении опыта войны убедились, что их армия проиграла по делу. Практически дойдя до Парижа, немцы были вынуждены остановиться из-за колоссального людского и огневого превосходства союзников. Противостоять одновременно США, Франции, Британии и ее доминионам истощенная Германия больше не могла. Версальский мир тяжким бременем лег на Германию. Страна лишилась всех колоний и немалых территорий в Европе. Шлезвиг был разделен между Данией и Германской республикой. Польша к 23 году заполучила Познань, часть Силезии и выход к Балтийскому морю. Данциг был объявлен вольным городом. Эльзас и Лотарингия возвращались в состав Франции. Рейхсвер, сокращенный до 100 тысяч человек, обязался покинуть Саар и Рейнскую область. Австрии запрещалось объединение с Германией, хотя немало австрийцев желало воссоединиться со своей исторической родиной. Будучи в шоке от тяжелых условий Версальского мира, немцы не учитывали, что совсем недавно сами продиктовали такие же тяжелые условия мира Франции, Франкфуртский мир 1871 года, и России, Брест-Литовский мир 1918 года. Помимо больших контрибуций, Германия потребовала от своих врагов территориальных уступок. Франция лишилась Эльзаса и Лотарингии, которая справедливости ради изначально находилась в составе Священной Римской империи, а Россия отказалась от огромных территорий в Польше, Белоруссии, Украине, Финляндии, Прибалтике и на Кавказе. Ноябрьская революция 1918 года привела к крушению Германской империи и отречению от престола последнего кайзера Вильгельма II. Провозглашение республики в начале 1919-го, борьба за власть между коммунистами и националистами, острейший экономический кризис и давление Антанты, стремившиеся ликвидировать германскую военную мощь, едва не поставили страну на грань краха. Население голодало, валюта обесценилась, союзные войска оккупировали Руhr, моральный дух немецкого народа был подорван. В один миг немцы потеряли все – кайзера, былой образ жизни, армию, которую пропаганда восхваляла как победоносную. Одним словом, начало 20-х годов стало одним из самых тяжелых испытаний для Германии за всю ее историю. Франция стремилась не упустить случая отомстить своему соседу и врагу за унижение 1871 и нападение в 1914, когда в Берлине объявили о невозможности выплачивать репарации и фактически о банкротстве страны, Франция и Бельгия немедленно ввели в Рейнскую область свои войска и установили там оккупационный режим. Французские политики настаивали на восстановлении так называемых естественных границ по Рейну, которые были установлены после подписания мирного договора между Наполеоном Бонапартом и Габсбургами в 1801 году. Контроль над промышленными районами Рура должен был по замыслу Парижа как восстановить экономику самой Франции, так и не допустить возрождения военной мощи Германии. В Рурской области начались восстания против французских войск, которые беспощадно подавлялись оккупантами. В 1920 году против республики был предпринят путч консервативных сил, возглавляемых Вольфгангом Каппом и Вальтером фон Лютвицем. Путч провалился как из-за отказа в поддержке со стороны правительства, так и из-за начала в Руре крупнейшей забастовки. Рурская Красная Армия была разгромлена, а лидеры путчистов получили минимальное наказание. Остальные участники путча были амнистированы. 3 годами позже лидер национал-социалистов Адольф Гитлер организовал в Баварии пивной путч, намереваясь при поддержке генерала Людендорфа, одного из главных полководцев Германии Первой мировой войны, сместить правительство республики. Гитлер воспользовался недовольством среди политиков действиями Берлина, который был вынужден принять все требования союзников по репарациям. Однако нацисты не получили широкой народной поддержки, благодаря чему Рейхсвер вскоре подавил путч. Гитлера отправили в баварскую тюрьму Ландсберг, но по факту условия его жизни и близко не были тюремными. К нему приходило множество поклонников и сторонников, одаривавших его подарками и угощениями. Под диктовку Гитлера Рудольф Гесс написал запрещенную в России книгу «Моя борьба», в которой приводились все основные политические тезисы нацистов. С приходом Гитлера к власти «Майн кампф» стала обязательной к продажам и распространению в Германии, благодаря чему нацисты сумели получить огромные доходы. В тяжелой борьбе правительство сумело одержать верх над коммунистами и ликвидировало очаги сепаратизма. Председатель Совета народных уполномоченных Фридрих Эберт стал первым президентом Германии. Перед страной стояли задачи сохранения территориальной целостности, восстановления экономики и промышленности, а также выхода из международной изоляции. Мирные соглашения в Рапалло с Советской Россией и в Локарно с западными государствами позволили гарантировать послевоенные границы Германии. Главная заслуга в этом принадлежала рейхсканцлеру Густаву Штреземану.
карману. Немецкое правительство, максимально исполняя репарационные требования, стремилось тем самым показать их губительность для Германии. После гиперинфляции 1923-го был принят план Даллеса. США вложили средства в восстановление немецкой экономики, Германия получила возможность рассчитаться с Британией и Францией, а те, в свою очередь, отдать Вашингтону долги по кредитам и займам. США стремились не допустить чрезмерного ослабления Германии, которое могло бы привести к укреплению позиций Франции и Британии в Европе и мире. Одновременно германские экономисты предприняли ряд следующих мер: поощрение внешних инвестиций, сокращение госаппарата, повышение налогов для физических лиц, инвестиции в развитие промышленности и, наконец, льготы на экспорт германской продукции и в целом защита отечественных производителей. Эта схема оказалась выгодна для всех сторон. Соединенные Штаты вернули с прибылью отданные ранее средства, Лондон и Париж рассчитались с долгами, а германская экономика получила огромные инвестиции. Период с 24 по 29 годы вошел в историю Германии как золотые 20-е. Несмотря на слабое развитие промышленности, в стране начался финансовый бум и расцвет модернизма в искусстве, кино и литературе. Одновременно с политическим и экономическим оздоровлением Германии происходила трансформация ее вооруженных сил. К началу 1920 года был окончательно создан Рейхсвер численностью в 100 тысяч человек. Военное министерство Пруссии ликвидировано, равно как и ликвидирована автономия вооруженных сил государств в составе Германии. Командующим Рейхсвером был назначен генерал Ханс фон Зект, который воспользовался наложенными Антантой военными ограничениями и провел кардинальную трансформацию системы управления, менталитета и подготовки офицерского корпуса Рейхсвера. Зект превратил 100-тысячный Рейхсвер в армию малых командиров, в которой шансы на построение успешной карьеры имели лишь амбициозные солдаты и офицеры. Генерал ввел сложную систему экзаменов и обучения унтер-офицеров, которые затем должны были стать офицерами и генералами в расширенной немецкой армии. Вместо генерального штаба было создано войсковое управление, преобразован разведывательный аппарат. Зект настаивал на максимальном внедрении передовых технических средств, которые должны были обеспечивать наступательное ведение войны. Несмотря на запрет применения танков, авиации и тяжелой артиллерии, Рейхсвер изготавливал макеты бронемашин, которые активно использовал на военных учениях, проходивших в присутствии президента и министров. В политическом отношении Зект стремился сохранить максимальный нейтралитет Рейхсвера и не допускал влияния на войска каких-либо партий. Генерал не принимал в армию фронтовиков и членов фрайкоров, которые, по его мнению, не соответствовали высоким моральным критериям. Несмотря на это, сам Зект был, конечно же, монархистом и консерватором, равно как и многие представители офицерского и унтер-офицерского корпуса. Он был вынужден уйти в отставку из-за приглашения на военные маневры принца Вильгельма, что было воспринято правительством как политическая провокация. Великая депрессия 1929 года нанесла колоссальный удар по экономике Германии. Страна лишилась крупных иностранных инвестиций. Немцы вновь стали критиковать демократический строй, обвиняя правительство в неспособности решить проблемы страны. 4 годами ранее на пост президента Германии был избран Пауль фон Гинденбург, генерал-фельдмаршал и национальный герой, которого немцы считали символом единства страны и ее былого величия. Офицерский корпус считал Гинденбурга воплощением прусско-германского консерватизма и вековых военных традиций. Опираясь на свой авторитет и широкие полномочия, предоставленные Конституцией, президент несколько раз распускал Рейхстаг и назначал новые выборы. Сформировать правительство парламентского большинства, которое было бы способно проводить эффективные реформы, никак не удавалось. Нестабильностью ситуации пользовались национал-социалисты, набирая все большую популярность в Германии. В сельских районах Германии НСДАП стала набирать все большую поддержку. Нацисты рассчитывали на новых парламентских выборах заручиться поддержкой крестьян. Они обещали защищать сельское хозяйство от иностранной конкуренции и разглагольствовали о вреде городского космополитизма, которому чужд национальный дух и ценности консерватизма. Еще в 1926 году в семье Гинденбургов случилась большая неприятность. Сестра президента Лина фон Гинденбург разорила родовое имение Нойдек, и прусские землевладельцы решили вложить средства в выплату накопившихся долгов. Нацисты узнали, что те взяли деньги из государственного фонда Остхильфе, занимавшегося развитием восточных регионов Германии. Собственность была переписана на сына президента, его адъютанта и ближайшего помощника, полковника Оскара фон Гинденбурга. Гитлер обещал Гинденбургу обнародовать эту информацию, если тот не даст ему пост рейхсканцлера. Не желая раздувать скандал и оказаться на грани импичмента, несмотря на прошлые военные заслуги, Гинденбург назначил Гитлера 30 января 1933 года рейхсканцлером. Президент воспринимал Гитлера как выскочку и богемского ефрейтора. Нацистов он считал более социалистами, чем националистами.
немцами. Изначально Гинденбург и Франц фон Папен стремились контролировать Гитлера, не давая тому реальную власть. Но они не понимали, с кем они имеют дело и с каким огнем играют. После поджога Рейхстага 28 февраля, в котором обвинили коммунистов, Гитлер издал закон о защите народа и государства. Он фактически отменил действие Конституции, гарантировавшей гражданские права и свободы, и запретил все политические партии, кроме НСДАП. 21 марта состоялся День Потсдама, когда Гитлер и Гинденбург пожали друг другу руки и вместе почтили память Фридриха Великого. Этот день преподносился нацистами как акт признания преемственности их движения традициям Пруссии и Германской империи. Однако уже в апреле со стороны Гинденбурга последовал протест в связи с принятием нацистами закона об изгнании всех евреев с военной государственной службы. Президент считал недопустимым увольнение лиц еврейского происхождения, служивших в годы Первой мировой войны в вооруженных силах Германии. Но престарелый президент уже был бессилен остановить укрепление тирании Гитлера. После смерти Гинденбурга 2 августа 1934 года тот объявил о слиянии полномочий президента и рейхсканцлера. Примечательно, что став фюрером, Гитлер лишил кабинет министров реальной власти, вручив все ключевые посты и министерства в стране высшим партийным чиновникам. Де-факто смерть Гинденбурга означала и кончину прусского государства. Гитлер, на деле презиравший христианские традиции Пруссии, ликвидировал ее самостоятельность в 1935 году. 12 лет спустя она была ликвидирована и де-юре решением контрольного совета союзников. История Веймарской республики показала, что первый демократический опыт Германии был обречен на провал. Обеспечить социально-экономическую базу республики должным образом не представлялось возможным. Правительство было вынуждено акцентировать почти все внимание на сохранение порядка в стране и ее территориальной целостности в условиях жесточайшего противостояния левых и правых радикалов. Но что самое главное, сами немцы в большинстве своем оказались не готовы защищать демократию, свои гражданские свободы, поскольку не считали республику способной обеспечить достойный уровень жизни и отстоять престиж Германии как великой державы. Немцы жаждали реванша за поражение 1918 года. Но, как это показали дальнейшие события, данное желание едва не погубило навсегда их собственную страну. После создания ФРГ в 1949-м полномочия президента в память о печальном опыте Веймарской республики были ограничены. Сегодня Германия является парламентским государством, а президент, избираемый Бундестагом, имеет только представительские функции. В стране действует управление по охране Конституции, а в самом основном законе Германии защита конституционного и демократического строя закреплена как право и обязанность каждого немца.